Это самая необычная экшн-камера, которую я когда-либо видел. SGCAM C300. SGCAM C300 стоит в районе $150. И если вы занимаетесь каким-то активным видом спорта, то это отличная возможность не угробить свой смартфон, если вы хотите поснимать свои какие-то спортивные достижения. Эти аксессуары идут в комплекте вместе с камерой, которая выглядит вот таким образом. Сам объектив, экран и одна физическая кнопка. А так как на самой камере нету никакого крепления и даже резьбы для установки на штатив, а есть она только на вот этой дополнительной ручке, о которой я вам сейчас расскажу, для установки камеры куда-нибудь вам потребуются вот эти чехлы. Этот с прищепкой, которую можно цеплять на одежду. Это защитная накладка, да, которая добавляет вашей камере крепление под винт. И полноценный защитный чехол, в котором вы, скорее всего, будете камеру носить постоянно. И уже в нем, благодаря вот этому креплению, можно ее поставить на вот такую быстросъемную площадочку. Под аккумулятором есть слот для карты памяти. Поддерживается до 128 гигабайт. Заряжается камера через USB-C. А аккумулятора на 1000 мАч, который установлен, у нее хватит часа на 2-3 съемки точно. А если мы заменим этот аккумулятор на вот такую ручку из комплекта, то мы получим не только второй монитор, но и дополнительный аккумулятор на 2800 мАч, который продлит жизнь камеры еще часов на 6. Поэтому я сразу и сказал, что это самая странная экшн-камера, которую я когда-либо видел. Два монитора, форм-фактор какой-то непонятный кирпичик прямоугольный или палка. Ну, в общем-то, странненько, да, держать камеру вот так, снимать, но достаточно удобно. И внутри нее находится 6-осевой стабилизатор. Чтобы выбрать экран, на который вы будете смотреть, опускаем шторку, нажимаем переключить. И меняется экран. Я поставил запись на 4К 30 кадров в секунду, ISO 200 и баланс белого, режим под водой называется. Просто он единственный, который сюда подошел более-менее адекватно. Качество звука вы можете услышать прямо сейчас. Вот угол, на который она снимает, называется широкий. Да, это вот вытянутая моя рука. И вот, кстати, без стабилизации можете оценить, насколько угол стал еще шире. И, конечно же, если я начну рукой немного дрожать, то есть на ходу снимать, качество картинки будет хуже. Лучше включаем стабилизацию и пользуемся ей на постоянно. Если снимать вот так, то у меня будет максимально искаженное лицо. Экран не самых выдающихся размеров, и мне на нем показывать что-то не очень удобно, потому что мой палец перекрывает весь экран. Но меню выглядит вот так, русский язык сразу. Прошивки, настройки различные здесь. Функций на самом деле в камере много. И вот ее режимы съемки. Фото, таймлапс видео, замедленная съемка. Можно использовать как видеорегистратор, но этого совсем уже. Прямые трансляции какие-то проводить прямо с камеры и видеосъемка. Нас интересует больше всего видеосъемка. Максимальное качество 4К 30 FPS. Дальше идет 2К 60 30. И одно из самых популярных это 1080-60 FPS, но я бы рекомендовал сразу снимать в максимальном качестве, потому что, ну извините, но супер качество с экшн-камеры вы не получите, поэтому снимайте в самом максимальном, а там уже пережмете Full HD. Угол обзора можно сменить. Можно, кстати, включить-выключить стабилизацию. Я предлагаю ее сразу включить и не выключать никогда. Еще можно отрегулировать ISO, то есть прям выбрать значение до 3200. Но если вы поставите автомат, картинка будет немного прыгать, да, из светлого в темное, но это экшн-камера, для нее это нормально. И другие настройки самого изображения, вплоть до баланса белого. Вот автоматически лучше сразу убрать, и если снимаете на улице, поставили дневной свет, и пусть будет так. Иначе еще кроме экспозиции будет скакать и цвет вашего видео. Вы его чуть ниже, а то вас не видно, да. Во. И так это все звучит. Вокруг очень много людей, шума. Целый парк.
Без инструкции сразу будет даже непонятно, как подключить к Wi-Fi. Я во всем меню искал возможность подключения, и оказывается, нужно было опустить шторку. Появляется QR-код, который мы должны отсканировать приложением. Все работает. Как видите, есть небольшая задержка. В секунду точно. На батарейной ручке есть резьба. Я спокойно ее поставил на штатив, без какого-либо кейса. Да, звук так себе, но вы можете использовать звук, записанный отдельно, как я сейчас, например, и тогда восприятие картинки сильно изменится. Еще хочу показать вот такое крепление для съемки от первого лица. Магнит прячется под одежду. И вторая часть — это кейс, куда устанавливается камера. И все, вы ходите, если у вас камера в руках. На эту камеру вы можете поснимать себе бэкстейдж от первого лица. Очень удобно, качество достаточно хорошее, угол широкий, все видно, красота. И селфи-палка. Здесь еще есть дистанционный пульт управления. Палка вот так выдвигается, фиксируется, и вот на таком расстоянии вы можете себя снимать. Ну и благодаря тому, что здесь угол широкий, стабилизация, картинка будет хорошая, можно делать как фотографии, так и видео. Если у вас смартфон начинает там хотя бы с 12-го айфона, то поверьте, качество на вашем смартфоне видео будет лучше, чем здесь. Но хотите ли вы утопить свой смартфон или разбить его в хламину, катаясь на велосипеде по горам? Конечно же нет. Поэтому вот для этого существуют подобные бюджетные экшн-камеры. Ну а самое важное, знаешь что? Не забудь подписаться на канал. Здесь еще куча видосов о фото и видеосъемке. Давай, счастья, здоровья, пока!